Всем привет! Сегодня я к вам с летом, вот с таким вот ягодным тартом, с кремом, а внутри смородиновое конфи. Необыкновенный вкус получается. Тесто, оно получается очень воздушным, рассыпным из-за того, как буду замешивать тесто. Итак, я беру 400 граммов муки, муку я просеиваю, 10 граммов разрыхлителя, один пакетик сюда же, стакан сахара или 150 грамм, если хотите замерить, 150-160 граммов. Немножко эту вот смесь перемешиваю. 150 граммов сливочного масла, оно холодное, но не из морозилки. И теперь вот пачкаем руки, что называется. Немножко вот так вот с маслом превращаем в крошку. Вбиваю 2 яйца, тоже замешиваю. Кладу 3 столовых ложки сметаны, у меня сметана 18%. И тоже ее вмешиваю в тесто. Вот смотрите, тесто в итоге должно липнуть к рукам, оно не опадает. Это не совсем песочное прям тесто такое, чтобы оно было в уже готовом пироге потом очень нежным. И не таким рассыпчатым, вот как песочное тесто. Формируем, грубо говоря, такой вот шарик. Вымешиваю хорошо тесто на столе. Вот оно должно практически не прилипать к рукам, но все равно немножко оно как бы, липковатое такое, не совсем сухое. Почему? Я не забиваю мукой тесто. Вот у меня сейчас ушло 450 грамм, даже не 500. Всегда по-разному, от 400 до 500 уходит муки. Все, кладу в целлофановый пакет и в холодильник на 30 минут тесто должно отдохнуть. Пока тесто отдыхает, делаю ягодную прослойку быстренько, чтобы оно остывало, и крем. Фруктовая начинка. Начинку я буду делать из черной смородины. На этот тарт достаточно 150-200 граммов смородины и почти стакан, 150 граммов сахара беру. Почему беру 150 граммов? Я попробовала, смородина очень кислая. Если у вас не очень кислая смородина, возьмите 100 граммов, будет достаточно. Но сначала всю ягоду перемалываю в блендере. И так как вот в черной смородине, малине, в ежевике, в клубнике есть косточки, то обязательно нужно процедить через сито, чтобы эти косточки просто они неприятные и чтобы они не попадались. Процеживаю вот через сито. И получается вот такое вот чистое пюре. У меня тут кастрюлька большеватая, конечно, для этих дел, но другой сейчас нет. Ставлю на плиту стакан сахара неполный, я говорю, граммов 150-160, потому что смородина достаточно у меня кислая. И приготовила ложку кукурузного крахмала. Можно, в принципе, и картофельный взять, но кукурузный лучше. И теперь довожу почти до кипения. Вот только первые бульки появятся, выключаю. Сейчас положила только сахар. Минутку даю сахару раствориться. Вот только первые бульки появились. Кладу крахмал. Начинает вот кипеть, выключаю, отставляю, и нужно дать остыть вот до комнатной температуры. Вот минут через 30 смазала форму сливочным маслом, выкладываю тесто и начинаю его руками расправлять, чтобы были вот закрыты все бортики. 24-26, вот это тесто самое оптимальное количество ингредиентов на форму 24-26. Все лишнее тесто убираю. Насыпаю гречку, рис, горох, фасоль, все, что есть, все, что угодно, чтобы создать груз на тесто, и тесто не сильно поднималось. И ставлю в хорошо разогретую духовку 160 градусов 15 минут. Потом убираю гречку. И еще в духовке только тесто доготовится, дорумянивается еще 15 минут. Все вместе 30 минут. И вот я только вытащила основу из духовки, и она горячая еще. Так вот прям на горячую я выливаю всю эту фруктовую начинку. И оно все вместе должно хорошо остыть
перед тем, как класть крем. Что касается крема, я попробовала в итальянской кондитерии этот тарт, и там были просто взбитые сливки с сахаром. Но я решила заморочиться и сделать крем из маскарпоне на 250 граммов крема маскарпоне. Очень вкусный получается такой крем, я его очень люблю. У меня есть отдельное записанное видео по этому крему, ссылка будет в описании. Кому интересно, посмотрите. А так можно просто взять сливки с сахаром. Перекладываю из формы на блюдо, на котором будет подаваться торт. Немножко всегда смазываю вот так вот кремом, чтобы он просто не бегал. Выкладываю сюда крем. И у меня, вот видите, здесь авария произошла. Так я пока перекладывала на блюдо, отвалился бортик. В общем, я его приклеила на крем. Надеюсь, будет держаться. Выкладываю вот крем сверху, но выкладываю крем не вот прям горой, что называется, а немного. Потому что еще будут ягоды. Крем по вкусу похож как пломбир. Настоящий советский пломбир. Очень вкусный получается. Ягоды. Ягоды абсолютно могут быть любые. Вот я, например, буду украшать сегодня вот такими вот большие ягоды замороженные. Перепали мне ежевики. Ой, у меня аж слюнки потекли. И не важно, что от них сок отходит. Ничего абсолютно страшного. Вот выбираю красивые ягодки. И буду украшать не только мороженое. Мороженое, значит, у меня ежевика и малина. А клубника и черника свежие. То есть вот можно вот так вот чередовать. Так вот здесь поместится еще вот так вот. И здесь уже ваша фантазия, как вы будете раскладывать ягоды. Я вот, посмотрите, как я это делаю. Ну и вот такой вот тортик получается. Как видите, ничего сильно сложного нет, но как в любой торт вкусный, нужно, конечно, вкладывать время. Делайте такой тортик, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.